Друзья, помните, я недавно приготовила ту самую популярную дубайскую шоколадку. Если вы пропустите, вот вам ссылочка, посмотрите. В ней входит очень большое количество фисташковой пасты. Но давайте будем честны, не каждая паста, которую вы встретите в магазине, хорошая, а та, что качественно, стоит космические деньги. Поэтому сегодня я вам покажу, как самостоятельно сделать фисташковую пасту дома. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Для начала я взяла вот такие очищенные фисташки. Да, они дороже, чем не очищенные, но если так посчитать, разница не такая уж и большая. Поэтому берите очищенные и сэкономьте свои силы и время. Также нам нужно убрать вот эту, знаете, верхнюю шелуху, потому что она может испортить наш цвет, и паста не станет такая зеленая, а более коричневого оттенка придает. Также шелуха имеет горечь, поэтому она может добавить в нашу пасту более такой горьковатый привкус и также нарушить нашу текстуру самой пасты. Все, заливаем и оставляем на 3-5 минут. После этого шелуха очень легко уйдет от нашей фисташки. Прошло 3 минуты, и посмотрите, какая у нас грязная вода. Теперь нам нужно включить духовку на 160 градусов вверх-вниз, потому что после того, когда мы их почистим, нам нужно их высушить, чтобы лишнюю влагу мы убрали. И посмотрите, давайте мы возьмем одну фисташку. Вот как мы ее будем вычищать. Фисташка, вот видите, шелуха как просто отходит. Видите, это она нам не нужна. И посмотрите, фисташки какой красивый зеленый цвет придобил. Вот какой сейчас. И вот, например, какой он был бы, если мы его не очистили. А это влияет на вкус, текстуру, ну и, конечно же, на цвет. Все, чистим. Вот какие у нас красавчики получились. Смотрите, какие они зеленые-зеленые, ярко-зеленые. Теперь мы их отправляем в духовку, чтобы лишнюю влагу мы убрали и чтобы эфирные масла начали выделяться, потому что они выделяются при термической обработке. Так мы усилим вкус в фисташках. Наши фисташки уже готовы. Прежде чем мы начнем их измельчать в блендере, они должны остыть полностью. Теперь мы их отправляем. Если у вас нет такой блендер, маленький чоппер тоже подойдет замечательно. Просто чуть дольше времени займет. Во фисташковой пасте самый сложный процесс – это их вычистить, а все другое очень легко. Отправляем чашу на блендере. Смотрите, первоначально мы будем получать такую мелкую-мелкую крошку. Но со течением времени наши фисташки начнут выделять масло. Почему это происходит? Потому что со течением времени, когда наши ножи крутятся, они получают, точнее создают трение. И они нагревают нашу смесь. И из-за этого начинает выделяться масло. Также создается вот такая среда, где мы разрушаем клеточная структура самих фисташек. Ну и, собственно, мы получаем масло. Ну, начинаем. И спустя 20 минут у нас уже есть готовая фисташковая паста. Как вы, наверное, заметили, я поменяла чашу на вот такой стакан для смузи. Потому что в моей чаше, походу, ножи так как бы находятся, что все это забивалось и ничего не происходило. Поэтому пришлось менять. И вот здесь, вуаля, наконец-то получилась наша фисташковая паста. Давайте я вам покажу ее сблизи. Наша фисташковая паста готова. Посмотрите на ее красивый зеленый цвет.
теперь вы знаете, как ее сделать дома, и чтобы она получилась натуральная, вкусная и качественная. Если вам, например, слишком она густая, вы можете ее разбавить с кокосовое масло или с оливье без какого-то запаха. Получится более текучее. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!